Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами информацией, какая у меня тепличка, вернее, какой я сделал для нее фундамент. Пойдемте посмотрим. Теплица у меня стандартная, из профильной трубы сделанная. Толщина трубы, по-моему, 2 миллиметра, то есть тоненькая. Размер 3×4. Ну, для меня и моей семьи, в принципе, этого размера хватает. Вполне хватает. Рассматривал много вариантов фундаментов, когда приобретал данную теплицу. Строить я сам сразу же отказался от этого варианта теплицу. Сейчас довольно массовое производство их, и стоят они совсем недорого. Простоят при нужном уходе практически вечность. Так что это я просто отбросил всякие деревянные, все остальное из рамы и так далее. Это все бред. Значит, фундаменты какие у нас могут быть у теплицы? Некоторые просто ложат кирпичи и на них ставят теплицу. Ну, это вообще ни о чем фундамент, то есть он не цельный, она будет гулять как только может. Конторы, которые продают теплицы, предлагают установку за приличную сумму, треть от стоимости, наверное, теплицы, 4-5 тысяч рублей. Вместо фундамента они ложат брус, обычно сотку 10×10. Брус антисептируют, либо отработкой покрывают. Тоже не самый лучший, я считаю, вариант, потому что брус будет гулять. Если грунт не песчаный, то есть вода будет стоять, там глина, суглинок, там торфяники и так далее, то брус быстро довольно сгниет. Ну, плюс теплица будет гулять довольно сильно. Вот, поэтому я люблю все надежное, капитальное. Остановился на бетонном фундаменте, то есть ленточном. Лента у меня, значит, 15 шириной и 20 глубиной. Так как теплица, размер теплицы 3×4, а точность вот этой вот конструкции, ну, то есть она идет в виде дуг, теплица, да, и поперечин, который ты соединяешь с помощью кровельных саморезов и шуруповерта. Ее точность оставляет желать лучшего, то фундамент я сделал не 3×4, а 3 метра 5 сантиметров на 4 метра 5 сантиметров, для того, чтобы точно попасть мне теплицей на фундамент, на ленту, и чтобы никакой там край не подвисал и так далее. И я, в принципе, был прав, когда я устанавливал, я понял, что не зря это сделал. Ну вот, получается, совсем небольшие зазоры. Ну, не зазоры, а как бы, вот видите, немножко фундамент выпирает по несколько сантиметров. Но это абсолютно не страшно, ни на что не влияет, но очень сильно упрощает установку. Перед теплицей я сделал приступочек небольшой, буквально 60 сантиметров шириной. Но тоже очень удобно, когда плохая погода, сырость, всегда можно сюда что-то поставить, самому встать. Как бы твердое, сухое, удобное покрытие. Фундамент я армировал, естественно, арматурой 10 и 8. Вот так. Ну, это образец, это, естественно, не арматура. У меня нету арматуры, вся ушла. 2 десяточки, 10-миллиметровые арматурины. И через каждые буквально 15 сантиметров вязал 8-миллиметровые арматурины. Вот так это выглядело, грубо говоря, в один ряд. То есть обычно делается как бы прямоугольник. Параллелепипед, наверное, правильно называется, да. Он фактически из 4 арматурин состоит и поперечинки между ними. У меня здесь как бы 15 сантиметров, куда там какие поперечинки и какие 4 ряда. То есть вот такой вот, в принципе, конструкции. По углам, естественно, я ее связал между собой с нахлестом там чуть не 70-80 сантиметров загибом арматуры, да, ну, перевязал. Да, прошел год с момента, как я установил теплицу. То есть она пережила все ненастья, весеннее пучение. И, о чудо, с фундаментом ничего не произошло. Как же я сделал ленту? Вынул грунт на глубину где-то штык лопаты, то есть получается 20 сантиметров приблизительно, ну, чтобы все корешки, там, травки, уже ничего не осталось. Отсыпал все это песком, по-хорошему протрамбовал, проливая при этом водой. Повезло, шли дожди, что очень сильно помогло при трамбовке. Они тоже довольно сильно утрамбовали
песок. После этого выставил опалубку, естественно, по уровню. Залил бетон 300 марки. Ну, так как на бетономешалке на своей мешал, то получился бетон где-то 250 марки, а по составу был 300. Но за счет того, что у меня есть вибратор, я его провибрировал. В принципе, я думаю, 250 у меня марка бетона осталась. Вот и все. Армировал. Арматуру, как я уже сказал, я по углам сделал хороший нахлест 78 сантиметров, перевязал между собой. И несмотря на невзгоды, несмотря на пучение, теплица легкая. Фундамент армирован хорошо, поэтому фундамент остался целый. Вот как видно, ни одной трещины, даже намека на трещину нету. То есть он абсолютно цел и находится точно в том же уровне, в котором я его заливал. То есть все вообще хорошо, мне очень сильно нравится, никаких проблем, никаких перекосов, никакого гниения. И теперь можно не волноваться, а приблизительно раз там, в 10-15 лет, в зависимости от качества поликарбоната, менять его. При этом, конечно же, подкрашивая профильную трубу, ну или перекрашивая, это тоже не очень дорого. Ну, все это можно сделать за один световой день, как говорится, рабочий. И еще лет на 10-15 забыть про теплицу. Что я считаю правильным, чтобы не возиться. То есть фактически это вечная теплица, которой хватит на всю жизнь. Ну все, друзья, на этом я вынужден с вами попрощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до встречи.